Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю всемирно известный, необыкновенно вкусный шведский миндальный торт из IKEA Daim. Торт, который готовится без глютена, без пшеничной муки. Его реально приготовить в домашних условиях. Итак, 5 яиц среднего размера я разделяю сейчас на желтки и белки. Желтки накрываю и пока отставлю в сторону. 5 белков, примерно весом 150 грамм, общий вес белка здесь. 8 грамм ванильного сахара, щепотка соли. Повзбиваю все это до состояния пены. Добавляю туда порциями 100 грамм сахара. И взбивать я буду всю эту белковую массу примерно около 3 минут, не дольше, чтобы она не превратилась у нас в губку. Вот такая красивая, глянцевая, устойчивая меренга у меня в итоге получилась. Вот до такого состояния нужно взбить меренгу. Добавляю туда сейчас порциями бережно 150 грамм молотого миндаля. То есть это ни в коем случае не миндальная мука, это миндаль грубого такого помола. Бережно вмешиваю круговыми движениями в белковую массу. Разделяю эту массу на 2 равные части. Наполняю этой массой сейчас кондитерский мешок. И сразу же, ничего здесь не жду, выкладываю всю эту массу в формы. Формы здесь у меня по 20 сантиметров в диаметре. Сразу хочу сказать, если у вас нет форм вообще никаких для выпечки, вы можете просто эту массу также нанести при помощи шпателя, либо даже ножа, просто на обычный пергамент, на пекарскую бумагу. Единственное здесь такое замечание, что эту массу ни в коем случае надолго, минут на 20, нельзя оставлять в кондитерском мешке, иначе она у вас просто растечется. То есть как в пирожных макаронс. Следует всю массу сразу нанести на пергамент. Если у вас нет возможности все сразу одной партией испечь, нужно дать на пергаменте постоять этой массе, дождаться своего времени, и уже тогда она не растечется. Выпекать буду при температуре 160 градусов Цельсия с конвекцией примерно 20 минут. Если у вас нет функции конвекции в духовке, выпекаем при температуре 175 градусов Цельсия примерно 25 минут. Убираю выпекаться. И тем временем приготовлю крем. 100 мл топленого молока. Добавляю туда все желтки. Вместо топленого молока, если у вас нет, можно добавить обычное молоко. 8 грамм ванильного сахара. 75 грамм сахара. Все это перемешиваю очень основательно, чтобы желтки все разошлись. И иду сейчас на плиту уваривать всю эту смесь. На умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании я довожу всю эту смесь до кипения. Как только масса закипела, провариваю примерно 10 секунд и сразу же снимаю с огня. Сразу же переливаю ее сейчас в ту емкость, где она у меня будет остывать, до такой теплой комнатной температуры. Процеживаю через сито обязательно, потому что у меня в желтки попали достаточно большое количество белков. Поэтому они у меня должны все остаться в сите. Вот здесь вот видно, как они заварились. Накрыв пищевой пленкой, остужать до теплого состояния. Как только у меня коржи испеклись, даю им полностью остыть в формах. Потом вот так бережно ножом отделяю от краешков формы. Верхний корж оставлю на решетке, а нижний, который будет в тортике, я сразу же выкладываю сейчас на подложку. И буду сразу уже собирать торт. Закончу приготовление крема. 125 грамм размягченного сливочного масла взбиваю примерно минуту-полторы. Добавляю по одной ложке вот так всей заварной основы. Часто в этот торт добавляют вместо топленого молока сливки, я добавляю топленое молоко. Вы также можете добавить здесь и обычное молоко. Все это я взбила. Крем здесь не будет очень устойчивым, это нормально. Половину крема я выложила на первый корж, аккуратно разравниваю. Накрываю сразу же вторым коржом. Следующую половину крема я выкладываю на второй корж. Буквально капелька крема здесь у меня остается, это для выравнивания потом боковины тортика. И сразу сейчас покрываю этим оставшимся кремом и боковину. Убираю сейчас на пару часов в холодильник. И приготовим крокант. 25 грамм, именно грамм говорю, не миллилитров воды и 50 грамм сахара растапливаю. Как только разошлась вся эта масса, добавляю туда 100 грамм обжаренного молотого миндаля. И сейчас жду, пока вся эта масса полностью закипит. Перемешаю несколько раз.
и буду ждать, пока выпарится вся влага. Готовлю ореховый крокант для посыпки торта. Подробнейшее видео по приготовлению кроканта есть на моем канале. Я вам ссылку оставлю в описании к данному видео. И сейчас, с того момента, когда выпарилась вся влага, 20-30 секунд еще прогреваю, чтобы золотистая стала вся эта масса, и выкладываю сразу же в тарелку. Очень быстро остывает, крокант хрустящий, вкуснейший получается. В торте очень хорошо хрустит всегда. Ссылочку оставлю вам в описании. И приготовим слой ириски. 30 грамм сливок для взбивания 30% жирности, 50 грамм сахара, 40 грамм сливочного масла и 1 столовая ложка глюкозного сиропа. Вы также можете использовать домашний инвертный сироп, либо же столовую ложку меда, но мед будет чувствоваться во вкусе. Лучше всего добавить тогда инвертный сироп. Как приготовить его, есть на моем канале подробнейшее видео. Ссылочку на то видео я вам оставлю в описании. Иду сейчас на плиту и растоплю всю эту массу и доведу до закипания. Просто слегка перемешивая. На полном огне все это делаю я. Очень быстро все это закипит, потому что здесь порция очень маленькая. Именно на такой маленький тортик 20 см в диаметре. Здесь идеальные пропорции для этой ириски я даю. Она не застывает в камень, она не липнет к зубам, прекрасно нарезается. С того момента, как закипела масса, я провариваю ее ровно 1 минуту на полном огне и при непрерывном помешивании. Снимаю с огня. Вот так вот она выглядит, когда я сняла уже с огня. Еще тоже нужно ее хорошо активно перемешать, чтобы она не подгорела, потому что кастрюля очень горячая. И добавляю туда сразу сейчас 10 грамм молочного шоколада, не больше. Все перемешиваю и перекладываю сейчас в ту посуду, где масса у меня остынет до такого очень теплого состояния. То есть она у меня будет не горячая, но очень теплая. Перекладываю сейчас в кондитерский мешок и сразу же, ничего здесь не жду, покрою ей тортик этой массой. Торт очень хорошо охлажден у меня из холодильника. Из кондитерского мешка очень хорошо она наносится. Эта масса теплая, но она ни в коем случае не растопит с собой крем. Она сразу как бы фиксируется. Это не карамель. На вкус это именно нежнейшая ириска. В этом торте не используется такая классическая карамель, а вот именно вот такая как бы в виде ириски. Вы можете сварить просто карамель, но это будет уже другой торт. Дайм Алмонди, вот этот тортик из Икеи, он идет именно вот с таким слоем. И готовится он элементарно просто в домашних условиях, как я здесь и показываю. Эта ириска очень быстро фиксируется. Вот таким маленьким шпателем я вот так буквально растягиваю до краешков торта. Она полностью собой покроет торт. Она никуда не растечется. Она будет прекрасно нарезаться. Уберу сейчас на несколько минут в холодильник. Вот так вот она нарезается после холодильника. Показываю просто именно слой ириски вам, чтобы вы видели. Не липнет к ножу и такая же мягкая остается. Удивительно вкусная. Сейчас половину того кроканта, который мы приготовили, я высыпаю на торт. То есть тут мы приготовили по сути двойную порцию. Потому что одну порцию готовить очень сложно. Сковорода у меня была 20 сантиметров в диаметре. Если же у вас есть маленькая сковорода, допустим 14 сантиметров в диаметре, вы можете приготовить на полпорции. Приготовим шоколадную глазурь. 100 грамм растопленного молочного шоколада, 25 грамм без запаха растительного масла. Я туда добавляю, все перемешиваю, делаю вот такую очень быструю шоколадную глазурь. Можете кокосовое масло здесь использовать, тоже хорошо будет. И поливаю ей тортик. Как только я покрыла весь тортик этой глазурью, по бокам я также очень аккуратно, бережно шпателем распределю всю эту глазурь. Уже можно будет убрать минут на 20-30 в холодильник, чтобы глазурь хорошо застыла в холодильнике. Чем хороша эта глазурь? Она прекрасно нарезается, она не застывает в камень благодаря вот растительному маслу. Уже немножко схватилась она на торте, но дам еще сильнее зафиксироваться. Уберу в холодильник сейчас. Вот так горячим ножом нарезаю, вам просто показываю. И следующий прорез делаю обычным ножом, не горячим. То есть разницы особой я не увидела. Прекрасный, вкуснейший торт. И если знать точные пропорции, которые я вам здесь даю в видео, готовится он очень просто и быстро. Получается без преувеличения кулинарный шедевр. И гораздо вкуснее, чем магазинный.
Он прекрасно надламывается, вилка, ни в коем случае не застывает в камень. Вы видите, как проходит вилка сквозь все эти слои. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.